Привет, Водолеи! Так, я перемешиваю колоду, и здесь вышло две карты. Ну, давайте их возьмем. Первый и второй сектор это у нас будет, да? Всего я хочу достать 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. И это расклад для вас, Водолеи, на июнь 2022 года. Что ждет Водолеев в июне? Так, давайте посмотрим. Водолей знак, который управляется Ураном, поэтому здесь у нас много неожиданностей. И здесь по этим картам я вижу, что месяц у вас будет интересный, очень интересный. Ну что, сразу начнем. Я сразу открыла, кстати, все карты, да, но значит так должно было быть. Итак, мосты. Вы будете налаживать отношения с кем-то из ваших партнеров. Вы у вас появится второй шанс, возможно, если вы уже, там у вас как-то не очень хорошо складывались, может быть, отношения, то ваш партнер, либо вы дадите вашему партнеру второй шанс в этих отношениях. И либо даже это не то, чтобы второй шанс, это новый виток в ваших отношениях. И я думаю, что он уже подходит время для того, чтобы вам как-то продвинуться на новый уровень в ваших партнерских отношениях. Если же у вас нет человека любимого, да, или супруги, или мужа, или жены, возможно, вы что-то, вы придете к мнению, что пора бы вам уже жениться, или пора бы обрести какие-то отношения. То есть вы начнете как-то пересматривать вообще ваши отношения с противоположным полом, и придете к выводу к тому, что вам нужна в жизни какая-то основательность, а у кого-то это может быть, что вы хотите быть одни, в том плане, что вы не хотите вступать в брак вообще, даже может быть и такое. То есть решение относительно ваших отношений с другим человеком. Так, что хочу сказать еще. Очень вероятно, продолжая тему отношений, что у вас может быть любовные связи на рабочем месте, либо с человеком, который оказывает вам какие-то услуги. Это могут быть любые услуги. Вы можете встретить свою любовь в казенном доме. Казенный дом — это больницы, тюрьмы, гостиницы, что у нас еще там? Все, в общем, какие-то инстанции, да, вы можете там встретить кого-то, либо вы можете прямо на работе завязаться у вас роман. Если вы занимаетесь бизнесом, то это может быть ваш клиент, или наоборот, вы наймете кого-то, и у вас будет вспыхнут чувства. Но, кстати, не исключено, что по 6-12 сектору это может быть не обязательно партнер по работе, да, по каким-то делам, а может быть и человек, которого вы уже знали. Кармический партнер придет к вам опять, скажет, что он вас любит, либо вы будете думать об этом человеке, о том, что вот это же была любовь всей вашей жизни, что вы снова хотите возобновить эти отношения, как вам хорошо было в этих отношениях. И либо вы будете искать человека, похожего на это. Не знаю, стоит ли, конечно, этим заниматься. Трудно мне сказать, потому что вот здесь все-таки карта время, что может быть у кого-то, хоть я не люблю никогда советовать возвращаться к прошлому, но здесь в Водолее у кого-то может быть это благоприятный возврат. Особенно если вы недавно поругались, может быть, у вас есть возможность возобновить, сделали ошибку, неправильно выбрали кого-то, да. Второй шанс, как я и сказала в начале, может быть. Что еще хочу сказать? Могут быть какие-то мелкие ссоры, недопонимания с вашими друзьями в близком окружении. Может быть, какие-то препятствия относительно каких-то там поездок, документов. Придется переносить какие-то запланированные дела. Вы можете очень нервно на это реагировать.
По работе относительно заработков такое впечатление, что тоже как будто вы не будете знать, как сложатся дела, сколько денег вы получите, получите ли вы вообще эти деньги. Эм, Отношения с коллегами в целом будут складываться нормально, а вот относительно доходов, здесь я бы порекомендовала вам, наверное, не тратить деньги, потому что неожиданно могут возникнуть какие-то траты опять, либо не надеяться сильно на то, что какие-то деньги вы сможете получить. Может быть, и так получится, что и не выгорит. Но я не знаю, карта удачи в секторе финансов. Если для вас это актуально, я знаю, может быть, да, некоторые водолеи так зарабатывают, что как бы ваш заработок от удачи, да, зависит от того, как вы там пообщались с клиентом, какую ставку сделали. Не знаю, есть риск. Здесь большой риск, конечно, в этом месяце, в июне. Относительно еще друзей хочу сказать, что, может быть, есть какие-то друзья, как вам сказать, которые, они мудрые, они очень умные, эти люди, или этот человек, но он может как бы и помочь вам, или не помочь, как бы, как правильно выразиться, сработает его по настроению, скажем так. Вам нужно тоже вести себя очень мудро с вашими людьми, правильно общаться. Здесь может быть какая-то тайная информация о ваших друзьях, которые узнаются, или о вашем бизнесе, кстати, вот. Если вы что-то не знали о вашем бизнесе, о ваших партнерах по бизнесу, то здесь может быть какие-то вот такие дела тайные с вашими партнерами. Даже это не то, чтобы какие-то плохие дела, ну просто тайные какие-то там ночные, да, образно говоря. Или, может быть, вы решите заняться каким-то таким бизнесом, который будет работать в ночное время, да, особый знак ночи. Ну, ночами они более активны, чем днем. Вот. Так вот, что хочу сказать. Если, да, вы можете думать что-то, предпринимать о чем-то, возвращаться даже к каким-то прошлым бизнес-проектам. Я думаю, что в июне будет это плодотворно. Но не стоит доверять каждой информации, которая к вам идет, потому что что-то может быть сказано специально, чтобы задеть вас, или там, ну не знаю, не всему стоит доверять, и не со всеми стоит это обсуждать, я бы так сказала, потому что вы можете получить какой-то отпор, какую-то перепалку и так далее. Здесь вообще как бы такого общения на публику я вам вообще не советую делать. Все только в вашей мысли, в вашей голове, как говорится, знает один человек, есть тайна, знает два человека, нет тайны. Вот что-то в этом духе. Ну и давайте возьмем совет от карты с колоды Moonology для вас, водолеи, как вам лучше прожить этот месяц, что посоветуют карты. И это новая луна в знаке Рак. Рак – это семейный знак, а также очень эмоциональный. Раком управляет Луна. И здесь у вас, возможно, вас будут захлестывать какие-то новые эмоции относительно работы и личных дел и всего. Вы можете стать очень чувствительными в июне, что, в общем-то, может быть для вас, водолеев, не свойственно, потому что вы можете держаться холодно. Но здесь вот ваши эмоции и интуиция вам могут сработать на пользу в июне. Поэтому не стоит, наверное, как бы уж совсем загораживаться от других людей. И если вы проявляете свои эмоции, не думайте, что вы при этом будете осмеяны там, или как-то пострадаете, или вы скажете, а человек не будет об этом волноваться. Нет, здесь стоит, наверное, может быть, даже открыться в своих чувствах, в своих переживаниях кому-то близкому. Либо это будет внутри вашей семьи, может быть, вам удастся поговорить с вашими родителями на какие-то такие интересные темы, может быть, съездить куда-то, да, на вашу родину. Либо также Рак – это еще вопросы недвижимости. Может быть, пришел вопрос, назрел вопрос, да, о том, чтобы съехаться с вашим партнером, совместно начать обустраивать ваше жилье, купить что-то, переезда вопросы даже могут быть, новое вообще даже жилье может быть. Но я бы так сказала, да, вы можете об этом думать, что-то планировать, но окончательно, если вы решите куда-то переезжать или что-то, это лучше делать либо совсем в конце месяца, либо даже
в следующем месяце. Вообще у вас могут возникать споры, вопросы по поводу переезда, недвижимости, ремонта в доме. Вот что такое могут быть неожиданные даже траты на вопросы, связанные с недвижимостью и ремонтом, или траты на родителей в том числе. Вот такой вот расклад для вас, Водолей. Я надеюсь, он оказался для вас полезным. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!